Знаете, на одном из служений Господь показал мне, что исцеления происходят и чудеса не только при участии людей. Потому что нам свойственно представлять человека, который помогает нам поверить, возлагает на нас руки, кормит нас Словом Божьим. Это все правильно. Но на одном из служений Господь показал мне, что Он действует как хочет. И Его прямое действие, оно нисколько не меньше, чем действие с участием людей. И было собрание, подобное этому. И я увидел то, что раньше не видел. Я увидел, как с потолка начали падать, как капельки дождя. Только это был не физический дождь, а капельки из света. И я вообще человек аккуратный, с видениями всякими. Поэтому, если не вижу, я не говорю. Если я уже вижу, то я уже, говорю. Потому это были такие светящиеся капельки. И они падали вниз. Капельки света. И я не мог понять, что это. Сразу я думал, может, это слава Божья. Не мог понять, что это, потому что я до этого не имел такого опыта. И люди стояли, поклонялись. Их руки были подняты вверх. Вот. Такое, знаете, было сладкое время, когда группа, зал, когда все вместе сливаются в одно и просто вместе прославляют Господа. И эти капли, они увеличивались. И когда они касались людей, они такие вспыхивали. Такая была вспышка. Вот когда они касались людей, была как вспышка. Я обратил внимание, что капли касались всех. Каждого человека. Это как дождь, который шел на всех. И тогда я, осознал, что не имеет значения, у кого какая вера. Этот дождь, он льется на всех. Все принимают эту благодать и эту силу. Все, кто приходит в собрание и открыт, он поклоняется, они все это принимают. Поэтому каждый что-то принимает на собрании. И потом, что было дальше? Мы продолжали прославлять, я продолжал видеть эту картину. И я видел некоторые люди, это как раз было служение у нас «Опухоли прочь» называлось. И я видел, что некоторые люди, вот на всех этот дождь капал, были эти вспышки по залу. И некоторые люди, я видел, они как освещались светом. Некоторые люди в зале, как будто их прожектор освещал. Я ничего не спрашивал, я просто наблюдал. И я услышал, эти люди сейчас принимают исцеление. И тогда я понял еще такую важную деталь, что ты не можешь спрогнозировать, кто получит исцеление. Ты не можешь понять, у кого что с верой сейчас. Но Бог показал, что это происходит, а люди даже не знают, что это происходит с ними. Тогда я понял, что когда мы в собрании, нужно ожидать больше. Я понял, когда мы в собрании, происходит намного больше сверхъестественных вещей, чем мы замечаем. И когда закончилось прославление, я тогда сказал народу, что вы даже не знаете, что сейчас происходило. Вы ждете молитву, вы ждете какое-то особенное время, а исцеления уже произошли. И вы даже еще не догадываетесь. Вы это увидите, как оно проявится.
Знаете, как люди говорят, некоторые сразу замечают, потому что явная была болезнь, а некоторые говорят, что раз в году я прохожу профосмотр как медработник, и очередной раз я проходила медосмотр, и оказалось, у меня абсолютно новая печень или там новое сердце, еще что-то. То есть люди потом только узнают, что, оказывается, чудо произошло. Или как одна женщина, у которой был один яичник вырезан. И сказали, у вас прекрасные 2 яичника. Она говорит, у меня один вообще-то. Меня один вырезали. Нет, у вас 2, посмотрите. Прекрасные 2. И второй вообще, там левый был удален. Левый вообще в идеальном состоянии. Давайте поднимем руки перед Господом и, знаете, скажем, Господь, спасибо за этот дождь. Спасибо за этот дождь с небес, который Ты изливаешь и на праведных, и на неправедных. Спасибо за эту славу и эту силу, которая течет на нас по благодати. Я принимаю этот дождь благословений.